Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители, о Арджуна. Комментарий. В 6 стихе рассказывалось о том, как Господь не сходит в материальный мир из своей духовной обители. Тот, кто постиг истинную природу его явления, уже освободился из материального плена. Поэтому, покинув свое нынешнее материальное тело, он сразу вернется в Царство Бога. Вырваться из материального плена необычайно трудно. Импрессионалисты и йоги получают освобождение ценой великих усилий, и то лишь спустя много жизней. К тому же, освобождение, которое они обретают, погружаясь в безличное Брахмаджьоти Господа, нельзя назвать полным, так как оно не исключает возможность их возвращения в материальный мир. Однако преданный, постигший божественную природу тела Господа и его деяний, покинув тело, попадает в Царство Бога и больше никогда не возвращается в материальный мир. В Брахма-самхите 5.33 говорится, что у Господа великое множество различных экспансий и воплощений. Адваитам, Ачютам, Анадим, Анантарупам. Но несмотря на то, что у Господа очень много трансцендентных образов, все они суть одна и та же верховная личность Бога. Эта истина недоступна пониманию мирских ученых и философов, но преданные должны твердо усвоить ее. В Ведах Пуруша Бодхи Упанишад сказано: «Эко дево нитя лилануракто бхактавьяпи бхактахридьям таратма». Единый Верховный Господь, принимая множество божественных обликов, общается со своими чистыми преданными, в их взаимоотношения вечны. Господь сам подтверждает это в данном стихе Бхагавад-гиты. Тот, кто признает эту истину, полагаясь на авторитет Вед и Верховной Личности Бога, не тратит времени на философские поиски, и так освобождается из материального плена и достигает высшего совершенства. Достаточно лишь верить в эту истину, чтобы обрести освобождение. Именно она раскрывает подлинный смысл ведического афоризма «Таттвам аси» – «Ты тот». Каждый, кто осознал, что Господь Кришна Всевышний, и, обращаясь к Нему, говорит: «Ты есть тот самый Верховный Брахман, Личность Бога». Всякий такой человек очень быстро обретает освобождение и в будущем непременно вступит в трансцендентное общение с Господом. Иными словами, преданный Господа, обладающий такой верой, достигает совершенства, что также подтверждается в Ведах. «Тамава видитвати мритюм эти на ньяхпантха видьяте аяньяя». Чтобы раз и навсегда освободиться из круговорота рождения и смертей, необходимо постичь Бога, Верховную Личность. Другого пути к совершенству не существует. Шветашватара Упанишад 3.8. Утверждение о том, что другого пути не существует, следует понимать так. Если человек не сознает, что Кришна – Верховная Личность Бога, он, безусловно, находится под влиянием гуна невежества, и потому никогда не сможет обрести освобождение, как бы он ни старался проникнуть в смысл Бхагавад-гиты, опираясь на свою мирскую эрудицию. Его можно сравнить с тем, кто облизывает снаружи банку меда. Такие философы-гьяни могут иметь авторитет в материальном мире, но это еще не гарантирует им освобождение. Единственная надежда для этих кичливых мирских ученых – беспричинная милость преданного Господа. Итак, каждый должен стараться развить в себе сознание Кришны, опираясь на веру и знания. Тогда мы сможем достичь совершенства. Конец комментария. Жанма карма чаме девьям эвам йо веди татватаха тьяктва дехам панарджанма найти мамети сорджана. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители, о Арджуна. Нamo Вишнуджаной Кришна Прабхупадой Шримати Бхактиведантой Свами Прабхупадой Намасте Saraswatam Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskyadyade Siddharne. Здравствуйте.
here it mentions that the aim of the Krishna consciousness movement is to become conscious of Krishna. Здесь нам напоминает, что цель движения сознания Кришны в том, чтобы помочь нам осознать Кришну. One is said to be successful in the Krishna consciousness movement if they actually become conscious of Krishna. Иными словами, человек достигает успеха в движении сознания Кришны, если он обретает сознание Кришны. We're supposed to meet Krishna. По идее, мы должны встретиться с Кришной лицом к лицу. And there is a process of meeting Krishna. И для того, чтобы это случилось, есть определенный метод. That's called pure devotional service. Он называется чистое преданное служение. So here it uses the word tatvataha. Здесь Кришна использует слово татватага. Tat means that. Тат означает тот. And va means twa, means of the nature of. А тва означает принадлежащий природе. To be able to directly perceive something is called tatvataha. Если мы что-то видим непосредственно, воспринимаем, это называется татватага. And the process of becoming conscious of Krishna is bhaktyamam abhijananti yavanyas shasmi tatvataha tatomam tatvato gyatva vishite tad anantaram. That bhaktyamam, devotion to Krishna. И процесс, метод осознания Кришны описан в этой шлоке. Бхактиамам, преданность Кришне, вот метод. Bhaktyamam abhijananti. So, jananti, by devotion and knowledge, they both go together. Джанати – это знание. То есть преданность и знание идут рука об руку. Well, here it uses the word faith. И здесь используется слово «вера». According to Sattvan Rupa Sarvasha, Shradha Bhavati Bharata, Shradomo Yom Shradoyo Yom Purusho Yo Yatstratas Eva Saha. According to one's existence under the three modes of material nature, one develops a certain kind of faith. В зависимости от влияния на человека трех гун материальной природы у него развивается та или иная вера. And according to the modes one has acquired, one is said to be of a particular faith. And according to the modes of nature one is acquired, one is said to be of a particular faith. И в зависимости от того, какие гуны материальной природы влияют на человека, у него развивается соответствующий тип веры. In order to develop Krishna consciousness, we have to develop at least faith in the words of Krishna. И в движении сознания Кришны мы должны развить в себе веру, хотя бы веру в слова Кришны. Faith beyond our present experience. Веру в то, что выходит за рамки нашего опыта. According to our present experience, we think we're this body. Наш опыт говорит нам: я тело. But Krishna Bhagavad Gita has said, Denosminyata dehe komaram yovanam jara tata dahantra praptir diryas tatra namuyati. Krishna says our body is changing. Но Кришна в Бхагавад-гите утверждает, что это не так, что тела наши постоянно меняются. That we can perceive. И это можно увидеть своими глазами. But he says that ourselves within the body, we're not changing. Однако Кришна продолжает свою мысль. Он говорит, что но я, живущий в теле, не прекращает существовать, не меняется. So that we can also perceive. Это тоже можно наблюдать. So faith is not blind faith. Итак, наша вера не слепа. Although, due to the nature of illusion, we don't perfectly see. Хотя иллюзия заставляет нас видеть лишь часть реальности. But with our intelligence we can perceive. Однако разум может помочь нам увидеть оставшееся. And faith also means that not only everything belongs to Krishna, И вера не ограничивается лишь пониманием того, что все принадлежит Кришне. but everything should be utilized to please Krishna. Но мы понимаем, что все нужно использовать для удовольствия Кришне, в служении Ему. The same devotion we now have for our body and mind Преданность, которую мы питаем к своему телу и к своему уму, has to be transferred to Krishna. мы должны направить на Кришну. Now we have somehow or another faith in so many things. Сейчас мы питаем веру в столько разных вещей. The material world, the objective is practically just to survive. In material world. The objective of life is just to survive. Люди живут в этом материальном мире, и единственное, что им движет, это желание выжить. To live as long as possible. Прожить как можно дольше.
and as comfortable as possible. И в как можно большем комфорте. To try to find a comfortable position in an uncomfortable place. Они пытаются хорошо устроиться в очень неудобном месте. And then to try to maintain that comfortable position as long as possible. И заняв это, так сказать, комфортабельное положение, они пытаются оставаться в нем как можно дольше. But Krishna says, Mamupetya Panarjanma Dukaliyama Shasvatam Napnuvanti Mahatmana Samsidim Paramam Gataha. That after obtaining me, those who are yogis in devotion, но Кришна говорит, что йоги преданные, достигнув меня, never return to this world, больше не возвращаются в этот мир, to this temporary miserable world, который временен и исполнен страданий, because they have obtained the highest perfection. поскольку они достигли высшего совершенства. So if any of us are finding some difficulty here, И у всех есть какие-то сложности в этом мире. that's normal, И это нормально. because this place is meant for being temporary. Поскольку это время, это место должно быть временным. It is just like a big ocean which is tossing us. Big ocean which is tossing us. Это как большой океан, в котором мы плаваем, и он затягивает нас. And we're feeling uncomfortable, threatened. Нам неудобно, нам страшно, когда мы оказались посреди океана. Because there is no refuge in this world. Поскольку в этом мире нет прибежища. Balasyaneha sharanam pitro nashingha nartasya chaganam udvanvato majatauno taptasya tat pribritir ihanjashestas twadvido tanubritam twad upekshatanam. Prahlad Maharaj said, Balasya neha sharanam pitro nashingha. My dear Krishna, the parents may try to take care of their child very nicely. Прахлада Махарадж говорит в этом стихе: дорогой Господь Кришна, хотя родители могут изо всех сил заботиться о своем младенце, but still the child may die. Тем не менее, он может умереть. The doctor may give good medicine and may be expert. Врачи могут дать лучшее лекарство и сами могут обладать большим опытом. But still the patient may die. Но пациент, тем не менее, может умереть. The boat may be very strong. У человека может быть очень крепкая лодка. But still it may sink into the water. Тем не менее, она может утонуть. So all the different attempts we have here to try to be secure, ultimately they all fail. Как бы мы ни пытались обрести безопасность в этом мире, все эти попытки обречены на провал. We may look both ways when we cross the street. Мы можем, переходя через дорогу, мы можем посмотреть налево, направо. A car may not hit us. И may not hit us. Машина не... What is it? Hit. What is the word for hit? Hit, you said. Yeah. Машина может нас... Все равно может врезаться, сбить нас. But it doesn't mean we're going to survive forever. То есть мы можем выйти на улицу, посмотреть по сторонам, и нас не собьет машина, но это не значит, что мы будем жить вечно. In this body. Жить вечно в этом теле. And yet how much energy we put into just maintaining the body. И подумайте, но сколько энергии мы вкладываем в то, чтобы это тело продолжало жить. And even if we can maintain the body for some time, it doesn't mean we'll always be comfortable. И даже если это тело будет жить какое-то время, еще не значит, что нам в нем будет удобно. Old age, disease, death are not comfortable. Потому что придут старость, болезни, смерть, и это неудобно. So we may try in so many different ways, but ultimately, paravastava raboda jato, yavanda jignasita atma tattvam, yavankriyastava didam manovai, karmatmakam yena sharira bandhaha. One may try so many different ways to maintain the body, but if one doesn't become Krishna conscious, сколько бы способов сохранения этого тела мы не перепробовали, но если человек не обретает сознание Кришны, during this hard struggle, в ходе этой тяжелой борьбы, then paravas, one is said to be defeated. Тогда паравас, его ожидает лишь поражение. Abodha jata, by the mode of ignorance. Бодха джата, его победит гуна невежества.
And as long as one is not jignasu, inquisitive about Krishna, И пока в человеке не разовьется стремление узнать о Кришне, постичь Кришну, specifically what Krishna's activities are in this world, а конкретно понять, чем занимается Кришна в этом мире, and what Krishna's activities are in the spiritual world, чем занимается Кришна в духовном мире, as long as we're not following Krishna's instructions, покуда мы не следуем указаниям Кришны, then we're said to be defeated by ignorance. то у нас, можно сказать, что мы пали жертвой невежества. Why? Because our consciousness will become, our minds become cloudy. Почему? Потому что наше сознание будет затемнено, замутнено. And as long as our mind is cloudy, so our consciousness will also be unclear. И поскольку наш ум загрязнен и затемнен, поэтому наше сознание также неясное. And as long as our consciousness is unclear, we'll have to take one body after another. И поскольку наше сознание не очищено, нам придется вновь и вновь рождаться. Evamana karma vrisam prayungte avidyatman upadiyamane pritirna yavan maivasideve namuchite deha yogena tadvat. Therefore, as long as we keep these consciousness, I am this body. Поэтому пока мы думаем таким образом, это тело, это я. As long as we have so many different designations. Пока мы отождествляем себя со всеми этими названиями нашего тела. Evamana karma prasam pranyunkte avidyatman upadiyamane. As long as we're accepting this idea of material designations. Пока мы соглашаемся со всеми этими материальными определениями, отождествлениями. And evamana karma prasamyum praryunkte avidyatman upadiyamane pritirna yavan mai vasudeve. As long as we don't develop this affection for Krishna, И пока мы не развиваем в себе любви к Кришне, then namunchinte deha yogena tadvat. We're simply going to have to take one body after another. нам придется принимать одно тело, затем другое и дальше. So we won't be happy, we won't be peaceful, we won't be satisfied. И так мы не достигнем ни счастья, ни покоя, ни удовлетворения. The very thing that we're working so hard for, we won't get unless we become Krishna conscious. The very thing that we're working so hard for, we won't achieve unless we become conscious of Krishna. Мы хотим достичь всего того, ради чего мы трудимся, только до тех пор, пока не обретем сознание Кришны. So what does that mean? It means we can't think I am American or Russian or Indian or male or female. Это означает, что мы можем думать, я русский, или я американец, или я индиец, или я мужчина, я женщина. We may be in a body that's male or female. Конечно, мы можем жить в мужском или женском теле. That took birth in a certain, what's called countries nowadays. That's what? That's called a country. We may have taken birth in a certain area on this planet. Мы также можем родиться в каком-то месте на этой планете, месте, которое называется страной какой-то. But we shouldn't identify ourselves with this body. Но мы не должны думать, что это тело является мною. We may have certain abilities. У нас могут быть какие-то таланты, способности. We may have certain energies. У нас есть какие-то ресурсы, энергии. They're not our energies. Но это не наши энергии. They're not our body. It's not our, well, it doesn't belong to us. It belongs to Krishna. И даже наше тело не принадлежит нам, оно принадлежит Кришне. Simply we have to agree to utilize it for Krishna. Поэтому нам нужно согласиться, что это тело должно служить Кришне. And in this age, utilizing it for Krishna means to utilizing it in the preaching mission of Chaitanya Mahaprabhu. И в наше время служение этого тела Кришне означает, что мы используем его в распространении миссии Чайтанья Махапрабху. Yari Dekha Tarikaha Krishna Upadesh Amara Aga Guruhana Taridesh. Whoever we meet, we're supposed to tell them about Krishna. Кого бы мы ни встретили, нужно говорить ему о Кришне. Yari Dekha, whoever you see. Яри Дека означает, кого бы ты ни увидел. Yari Dekha Taha Kaha, tell them. Вот им говори. Krishna Upadesh, about the teachings of Krishna. О наставлениях Кришны.
Amara Agai Guruhana Tare Desh. In this way, become a teacher, a guru, and try to help people. И таким образом стань учителем или гуру, и так помоги людям. Ultimately, that means everyone is Krishna's servant. В конце концов, все являются слугами Кришны. We don't have to look very far to find some service. Не нужно... We don't have to look very far to find some service for Krishna. Для того, чтобы найти слугу Кришны или служение Кришне, не нужно слишком далеко ходить. Whoever we meet. Кого бы мы ни встретили. So, if we're living in a family with a family, и неважно, живем ли мы в своей семье, then we should tell our wife or our husband about Krishna. Если это так, то нужно рассказывать о Кришне жене или мужу. Try to think about how to help our wife or husband become Krishna conscious. Нужно постоянно думать о том, как помочь жене или мужу стать ближе к Кришне, сознанию Кришны. Try to help our dependents become liberated from the material concept of life. Мы должны помогать всем тем, кто зависит от нас, освободиться от материальных представлений о жизни. By engaging in Krishna's service. Занимаясь в служении Кришне. So therefore in Bhagavad Gita Krishna says, Putra dara grihadishu asaktena bishvanga putra dara grihadishu. Detachment from wife, home, children and the rest. А именно это имеет в виду Кришна, когда говорит в Бхагавад-гите, что человек должен быть не привязан к дому, семье, детям и так далее. That doesn't mean that we don't serve our wife, children, home and the rest. Это не означает, что мы должны перестать служить своему дому, семье, детям, жене. It means we don't exploit our children, our wife, and the home, and the rest. Но это означает, что мы не должны эксплуатировать их, ставить во служение себе. We utilize them for Krishna. Мы лишь видим их в связи со служением Кришне. It means we serve better our wife, children, home, and the rest. Это означает, что качество нашего служения дому, жене, детям только повышается. By seeing our wife and children as eternal servants of Krishna. Если мы видим, что наши дети и наша жена это вечные слуги Кришны. And my service is to help them become Krishna conscious. И мое служение им в том, чтобы помочь им обрести сознание Кришны. That's spiritual. То это духовное отношение. And when we forget that, that's called material. И забвение таких отношений называются материальными отношениями. Similarly, our friends, our associates, or anyone we meet. То же самое касается друзей или тех людей, с которыми мы встречаемся. We're supposed to think of how we can help them become Krishna conscious. Пересекаемся где-то. Мы должны думать, как помочь им обрести сознание Кришны. Then if we do that, we'll get Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Делая так, мы обязательно получим милость Чайтаньи Махапрабху. And in this age, only by Chaitanya Mahaprabhu's mercy will we be able to understand Krishna in truth. И понять Кришну, как он есть, можно лишь по милости Чайтаньи Махапрабху. There's no other way Иного пути нет. to understand Krishna Никак Кришну иначе не in понять, truth. как он есть, поистине. Therefore, Prabhupada emphasized Поэтому Прабхупада подчеркивает здесь этот момент. that our movement is meant to spread Krishna consciousness. Предназначение нашего движения в том, чтобы распространять сознание Кришны. Not only to the people outside, but also to the people inside. И не только людям вне нашего движения, но также членам движения. There is no inside and outside. Everyone is Krishna's servant. На самом деле нет аутсайдеров или каких-то посторонних, нет такого деления. Все слуги Кришны. So this is the actual meaning of guru. Вот что означает гуру. To serve in Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement as an instrument. Тот, кто служит движению Чайтаньи Махапрабху как послушный инструмент. Nimitra matram bhavasavasachin. Just become an instrument. Минтаматра Бхава Савьясачи. Просто стань инструментом в моих руках, о Савьясачи. So if one has some intelligence, one can preach. Если у человека работает голова, то он может проповедовать. Try to explain how Krishna is the supreme personality of Godhead. Он может объяснять людям и доказывать им, что Кришна является верховной личностью So Бога. others will accept him. И так говорить это так, чтобы другие принимали. If someone has some ability to organize things and overcome obstacles. Если человек талантливый организатор, то это тоже не должно быть препятствием. Just like Arjuna. Например, Арджуна. He fought for Krishna. Арджуна сражался ради Кришны. So this is a movement to defeat the illusory energy. И наше движение призвано победить влияние иллюзорной энергии. So if one can organize the preaching mission, then one should do that. И для того, чтобы организовывать
миссию проповеди необходимы такие способности также. Not simply to get the satisfaction of thinking oneself to be the controller. Не нужно довольствоваться тем, что у вас что-то получается, и вы думаете, вот какой я ловкий организатор. But to work for the supreme controller. Но это нужно использовать для служения высшему организатору. If one has some material resources, then utilize that in the Sankirtan movement. Если у человека есть какие-то материальные ресурсы, то он должен занимать их в движении санкиртаны. And the result of that is that one will be able to develop some ability to hear. И в результате этого у человека откроется способность слышать. And when one can hear about Krishna, one will be able to experience Krishna directly. И когда он начнет слушать, он начнет переживать опыт общения с Кришной. As much as we can hear with attention and feeling, with attention, to that extent, we'll realize Krishna in truth. Мы сможем осознать Кришну поистине лишь до той степени, до какой мы ощущаем, испытываем эмоции, слушая о нем. As long as we're not learning how to hear nicely, если мы не научимся правильно слушать, then our consciousness is covered. то наше сознание останется скрытым. But to uncover it, simply we have to hear about Krishna from the right source. И для того, чтобы раскрыть наше сознание, необходимо лишь только слушать о Кришне и слушать из правильного источника. With the right consciousness. С правильным сознанием. And then if we work according to those instructions, then gradually we'll develop the ability to hear with rapt attention. И если мы будем делать то, о чем мы услышали, то наша способность слышать внимательно будет только увеличиваться. And as much as we hear and we serve Krishna, и по мере того, как мы будем слушать о Кришне и служить Кришне, then gradually the name, the form, the quality and the pastimes of Krishna will be revealed within our heart. Соответственно этому имя, форма, качество и деяния Господа будут раскрываться в нашем сердце. And that's called Krishna consciousness. И вот это называется сознанием Кришны. And if we can actually feel Krishna within our heart, if we can actually feel the devotion of the devotees of Krishna, и когда мы почувствуем Кришну в нашем сердце, почувствуем преданность в сердцах других преданных, if we experience our loving exchanges, когда мы будем ощущать эти любовные отношения между ними, that's called tattvadaha, that's called direct experience of Krishna. То вот это называется татватаха, или непосредственный опыт Кришны, переживания. And then our natural feelings towards Krishna will be awakened. И тогда пробудятся наши природные, естественные чувства по отношению к Кришне. Now we have great feeling towards this material world. Сейчас мы испытываем очень яркие чувства по отношению к этому миру. Especially our material bodies. В особенности нам нравится наше тело. Our material minds. Наш ум материальный. Our material conceptions. Наше представление о жизни. And especially our false ego. И в особенности наше ложное эго. We're in love with the material energy. Мы влюбились в материальную энергию. And we have some affection and love for those who support us in the material world. И мы также поддерживаем отношения и любим тех, кто разделяет наши взгляды на материальный мир. And we have some animosity towards those who are obstacles. И также мы питаем вражду тем, кто кажутся нам препятствиями. For my material enjoyment. Препятствиями на пути моих материальных наслаждений. But this is all the nature of illusion. Но все это порождение иллюзий. But if we can develop our awareness of Krishna, когда же мы разовьем осознание Кришны, if we can develop our awareness of the relationship with Krishna with his devotees, и осознаем, какие отношения связывают Кришну с его преданными, not only in the spiritual world, but also in this world. А это происходит не только в материальном, но также не только в духовном, но также в материальном мире. If we can develop some service attitude towards Krishna and the devotees in this world, когда у нас появится желание служить Кришне и преданным даже в этом мире, then gradually our feelings of devotion will also be awakened. Тогда наши чувства преданности также пробудятся. And as our service attitude towards Krishna and his devotees awakens, и когда пробудится наше желание служить Кришне и его преданным, then Krishna reveals himself. Тогда Кришна сам откроется нам. Within our hearts. В сердце в нашем. So we can not only chant the holy name,
but we can feel Krishna's presence in the holy name. И тогда мы будем не только повторять, не просто повторять святое имя, но мы будем чувствовать, что Кришна присутствует в святом имени. We can not only remember Krishna's qualities, but we can also experience what Krishna's qualities are like. Мы будем не просто вспоминать о качествах Кришны, но мы будем переживать то, как удивителен Кришна. Not only Krishna, but all his pure devotees. Not only Krishna, but all his pure И это devotees. касается не только Кришны, но всех его чистых преданных также. And then one day will come when everything will become Krishna's pastime. И в какой-то момент наступит то мгновение, когда все вокруг нас окажется лилой Кришны. If we engage in the pastime of Chaitanya Mahaprabhu, Это возможно, если мы участвуем в лилах Чайтаньи Махапрабху, serving his Sankirtan movement, служим его движению Санкиртана. then everything will be revealed in the course of time. Так, с течением времени постепенно нам все откроется. And if we have some other plan, Если же у нас есть какие-то другие планы, we can stay here till Satya Yuga, мы можем сидеть с вами здесь до hopefully наступления in the human form Сатья-йоги. of life. Hopefully. Hopefully in the human form of life. Ну, будем здесь сидеть, дай Бог, чтобы это было в человеческих телах, конечно. We won't accept Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement, then we'll have to accept some other movement. Если мы не примем движение Чайтаньи Махапрабху, то нам придется принять какое-то другое движение. Hopefully some spiritual movement. Дай Бог, чтобы это было духовное что-то. But we won't get liberation, Но освобождения нам не видать, nor will we get love of God. а тем более любви к Богу. We'll simply get another birth in the material world, Просто придется снова рождаться в материальном мире, in some particular family, в той или иной семье. hopefully human one. Дай Бог, человеческой. So, spasiba. See, here is prashna. No, it's pitanya. Vapros. Страшно. Если вопросы. Да. Yes. Пожалуйста, вот мы говорим про духовный мир, духовной планеты, вообще, науку, а каковы планеты, каковы вещества, души, там, которые там находятся, если там нет грубого вещества, земли, вода, океан, воздух и эфира, и нет тонкого вещества, ума, разума, то каковы там тогда тела? Вопросы. На плане нет, ну, как бы, описывается даже цвет поля, там, одежда, украшения, То есть вы хотите услышать описание или объяснение чего-то? Is this a question or I'd like? He's asking very long questions, so I have to. He's always asking long questions. So Yeah, it's short. Давайте покороче, Махарадж просит, то есть формулируйте. Извините, я не слышал, как вы сформулируете. Что такое дух? Если у духа нет никакой формы, Ага. дух прям сознание, никакой материальный, ни грубо, ни тонкий, да? То почему во второй песне, в третьей, там описываются там планеты и тела, как человекообразные, как То есть если у духа нет, без вещества. если у духа нет материальной, Да. если Махарадж говорит ответ да. What is he saying? То есть, если я правильно понял, поскольку дух не имеет материальной формы, почему какая-то форма вообще описывается? The spirit has no form, according. I mean, there is no material form in spirit. It says the spiritual being doesn't have any material form. Why? What do you mean that? Where does it say that? The In material the form is spiritual, made out of the spirit. no, in the spiritual planets, he says that in the spiritual planets the forms do not have, they are not material. The bodies aren't The material. bodies are in the spiritual world. The bodies are all spiritual. Yeah, so they are not material. Here And the they're not material. We have a spiritual form also here. Но у нас, so shall I finish the question or? Yeah, go ahead. So he's saying that in the spiritual world the forms are not material, but at the same time there are descriptions of those. So they are described in details. So how come? Because we're not impersonalists. То есть ответ на ваш вопрос такой, что мы описываем эти тела в духовном мире, потому что мы не имперсоналисты, Everyone поскольку has a spiritual form. в духовном мире у каждого есть духовное тело. Just like you put your hand in a glove. И не только в духовном. Например, если вы засунете, наденете на руку перчатку, So the glove is made in the shape of the hand. перчатка принимает контуры или контур руки. So this material form is there because of the spiritual form. Мы наделены материальным телом, поскольку у нас есть духовное тело. Because the soul is entering into the material world
he has a spiritual form. В тот момент, когда душа входит в материальный мир, у нее есть только духовное тело. Therefore, here we take different material forms. Поэтому здесь ему необходимо принимать различные материальные тела. But actually, even this energy is spiritual. Но с другой стороны, даже материальная энергия духовна. Because everything comes from Krishna is spiritual. Поскольку все, исходя из Кришны, является духом. It's our misidentification with this body that's material. Материальным является наше ложное представление о том, что я это тело. We think things are material, so that's called illusion. Мы думаем, мы мним объекты материальными, это называется иллюзией. But when we utilize things for Krishna, then everything becomes spiritualized. Но когда мы занимаем предметы и вещи в служении Кришне, то все одухотворяется. But real form is spiritual form. Но настоящее тело духовно. These are also forms, but they're temporary. Эти тела, также тела, но они временные. The difference is the spiritual form is eternal. И разница между ними и духовными в том, что духовное тело вечно. Anything else? Еще вопросы какие? Так, да. На поле битвы Курукшетра Кришна говорит Арджуне, что мой преданный никогда не погибнет. Но если мы все являемся бессмертными душами духовными, то что имел в виду Кришна? То есть это касается не только преданных, получается, да? Krishna says that my devotee will never perish. So, but if we are all spiritual by nature, so how can we understand this Krishna's statement? Only if you become Krishna conscious will you understand it. Вы поймете это, когда обретете сознание Кришны. Otherwise, you won't understand it. Иначе этого не понять. And that way you'll perish. Иначе вас ждет крах. Погибнете вы. We may not die, Мы можем не умереть, but we won't be alive either, но жить мы тоже не будем, unless we become Krishna conscious. пока мы не обретем сознание Кришны. You may be alive when you're sleeping, Когда вы спите, вы тоже живой. but to spend eternity sleeping is not a good idea. Но если вы спите вечность напролет, то это не самая хорошая идея. Better to wake up. Лучше уж Then пробудиться. one is actually alive. Тогда можно сказать, что fully человек alive. по-настоящему в полной степени жив. So if one continues sleeping, he's perished. It's like he's perished. Just like. If one is continuously sleeping, it's like he's perished. Если человек постоянно беспробудно спит, то это все равно, что его нет. But when he wakes up, then he's actually alive. Но когда он пробуждается, он словно ожил. Или So Krishna says his pure devotee will never go to sleep again into illusion. И Кришна в этой шлоке говорит, что его чистый преданный никогда вновь не погрузится в сон иллюзий. Everyone else is sleeping, Все остальные спят. which is as good as being dead. А это все равно, что быть мертвым. Anything else? Еще вопросы какие-нибудь? Spasiba. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Janmaswami ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.